Я познакомилась с Роком. Рок бездомный. Сегодня я хочу продолжить рубрику, которая называется «Словения без розовых очков». Сейчас я направляюсь в центр города Любляны и хотела вам показать бездомных, которые живут в Любляне. На самом деле нет рая на земле, и, конечно же, Словения не исключение. Здесь тоже есть бомжи, бездомные, всякие антисоциальные элементы. Вообще в Словении проживает по примерным подсчетам от 5 до 10 тысяч бездомных. Люди остаются на улицах без крыши над головой по разным причинам. У кого-то потеряны связи с родственниками, кто-то остался без работы. И так вот потихонечку люди опускаются и оказываются просто на дне, в самом низу социальной лестницы. Интересно, что в Словении по социологическим исследованиям большую часть бездомных, это примерно 80 с небольшим процентов, составляют мужчины. Мужчины разного возраста, от 17 лет и до очень даже пожилого возраста, до 80 лет. Но большая часть бездомных людей – это средний возраст. Средний возраст примерно 40-42 года. Интересно, что по исследованиям, проведенных в Словении, большинство из бездомных имеют среднее образование, то есть они закончили школу. И еще что меня удивило, что большинство из них имеют трудовой стаж 12 лет. Но, несмотря на все это, каким-то образом люди остаются на улице. Конечно же, здесь не обходится без алкогольной или наркотической зависимости. То есть у людей зачастую что-то идет не так, они ищут решение своих проблем в алкоголе, и вот так вот как-то потихоньку получается, что люди оказываются без всего просто на улице. В Словении, кстати, есть 2 приюта для бездомных. Но, к сожалению, бездомных больше, чем мест в приюте. По закону они могут прийти, например, на ночлег и остаться ночевать в этих приютах. Но на самом деле мест в приюте может просто не хватить. Может просто не хватить элементарно коек для того, чтобы остаться в этом приюте ночевать. В этих приютах организуют каждый день горячие обеды. То есть люди могут прийти и хотя бы элементарно поесть. Также там можно получить одежду, обувь. В этих приютах работают юристы, которые помогают с получением медицинской страховки, с получением лекарств, с получением самого необходимого. В Любляне также работает социальный центр для бездомных. Там работают волонтеры, которые также помогают бездомным. В этом центре и привлекают бездомных к различным работам, готовят вместе обед или что-то полезное вместе делают, могут вместе смотреть новости, обсуждать, или могут, например, вместе смотреть фильмы. В этом социальном центре также можно принять душ, прийти помыться, постирать, кстати, можно. Там есть, насколько я знаю, там есть стиральная машина, можно свое белье постирать, можно просто пообщаться. Также там работают волонтеры, юристы, которые тоже помогают юридически бездомным. Вот здесь вот находится социальный центр, который помогает бездомным. И здесь вот написано, что можно прийти, принять душ, постирать. Здесь есть склад с одеждой и разные активности. И также здесь можно поужинать.
Люди пытаются всячески им помочь, но все-таки, видимо, этого недостаточно, и, к сожалению, с каждым годом бездомных становится все больше и больше. Я разговаривала со своей подругой словенкой, она сказала, что ситуация в Любляне с бездомными намного лучше, чем ситуация, например, в других городах Словении, потому что Любляна все-таки столица Словении, и здесь больше на эту проблему обращают внимание, и здесь для бездомных больше возможностей. Они, конечно, бродяжничают, просят деньги. Все бездомные, которых я встречала в Словении, они все обитают в центре города. Есть несколько локаций, где их очень много. Людям, которые опустились на дно, очень тяжело подняться. Если у них потеряны социальные связи с родственниками, если умерли уже родители, если у них нет детей, или с ними просто перестали общаться. Очень сложно подняться с самого низа и как-то начать новую жизнь. Они находят себе друзей, которые являются такими же бездомными, как и они сами. И получается, у них формируется новый социальный круг. Сейчас я встретила Рока. Рок, он бездомный. И уже 4 года он не имеет своего дома. Интересно, что в Любляне есть специальная газета, которая называется «Короли улиц». И в ней очень много написано о жизни бездомных. Продают эту газету перед большими супермаркетами тоже бездомные. И деньги от продажи этой газеты идут на помощь бездомным. И сейчас я хочу немного с Роком поговорить и спросить о его жизни. Живе Рок. Живе Рок. Повей, просим, koliko časa si že živiš brez doma? Zdaj bo 4-5 leto. In povej, kako je tako zgodilo, zakaj si... Zaradi prometne nesreče, ki sem jo imel. Aha, to je bila avto ali kako? Jaz sem bil na prehodu za pešce, ko me je nekdo povozil. In si imel težave s zdravjem ali kako? 9 odprtih zlomov, poškodbe noge. Aha, Tako da sem izgubil službo, stanovanje, vse. a si imel zdravstveno kartico? To sem imel urejeno, ja, samo ne pomaga. Noben delodajalec te noče zaposlenega imeti, če si pač poškodovan. Ne. Tudi na zdravniškem pregledu samo zavračajo. Kje si živel pred tem? Imel sem stanovanje v najemu v Brežici. Aha, v najemu si živel. Ja. Aha. A kje si delal? Terme Čatež, Aha, zelo dobro poznam Terme Čatež, ja. ja, v kuhinji. Aha. In zdaj, kje si zdaj? Trenutno v zavetišču. Aha, v zavetišču. Vsako noč si tam? Ja. Aha. Imaš stalno posteljo? Svojo posteljo dobiš, ko ti jo dodelijo. Ne? In sem slišala, da v zavetišču zelo premalo prostih postelj. Ja. Ja, brezdomcev več kot je prostora je za prostora. nas. Ja. Aha. In kakšen načrt imaš? Mogoče imaš načrt, kaj si misliš, kaj bo nadaljavo? Urediti si stanovanje, Aha, pa po možnosti zaposlitev, aha. če bo le možno. V zavetišču sem slišala, imate pomoč z urejanjem dokumentov, najti delo, naprimer, kako To oni pomagajo največ z dokumenti, pa to. Z iskanje zaposlitve si moraš posel sam to. Zaenkrat ni še nobeden nič, da bi pomagal komu. A si že začel iskati? Sem prijavljen na zavodu, Aha, si prijavljen? iščem redno, tako da samo čakam na odgovore, kdaj bojo pozitivno odgovorili. A želiš biti spet kuharom? Znam delati v gostinstvu od zidarskih del, tako da različna dela. A koliko si star?
Zdaj bom 34. Kje si študiral? Šolo sem obiskoval v Zagorju ob Savi, tam, kjer sem živel do 18. leta. Ага. А imaš starših? Stare starše pa in starše oboje. Samo z njimi nimam toliko stika, ker sem imel prej. А imaš brata ali sestro? Mlajšega brata pa 3 mlajše sestre. In z njimi tudi nimaš Z stika? nobenemu Z nobenim. sem se pač distanciral, to je bilo to. Upam, da boš imel srečo in vse boš uredil. Hvala In lepa. vidim po tvojim očam, da si dober fant in mislim, da vse bo v redu. Verjamem. Ja. Hvala lepa. Malenkost. Hvala lepa. Сейчас вы видели, я познакомилась и разговаривала с бездомным, которого зовут Рок. Хороший, симпатичный парень, который живет в приюте. У него, видимо, говорит правду. У него действительно была авария, потому что он показал нам действительно следы на ногах, которые остались после аварии. Его сбили на пешеходном переходе. К сожалению, человек скрылся. Виновного не поймали. И, как он объясняет, что после вот этой аварии он потерял работу и вот так вот вниз по социальной лестнице. Я его поспрашивала, и его ответы подтверждают исследования, которые проводили здесь, в Словении. Он среднего возраста, достаточно молодой мужчина. Он потерял все отношения, все родственные связи. Он не общается ни с родителями, он не общается ни с дедушками, ни с бабушками со своими. Он из многодетной семьи, я так поняла, у него еще и сестры, брат, и сестры есть. Сам он не из Любляны, но так как в Любляне больше возможностей, он живет здесь, в приюте. История, конечно, грустная, и очень мало людей потом находят работу и становятся полноценными членами общества. Обычно большая часть бездомных так и остаются бездомными и ведут антисоциальный образ жизни. Очень тяжело приходится бездомным зимой. Зимой холодно, мест в приютах не хватает, и им приходится спать на улице. А на улице, сами понимаете, холодно. И чтобы согреться, они употребляют очень много алкоголя. Зачастую умирают, просто замерзают. Очень высокая смертность среди них. И вот выхода из ситуации пока ни одно общество в мире не нашло. То есть нету ни одной страны, чтобы все было хорошо, чтобы не было бездомных, чтобы каждый человек имел крышу над головой, чтобы у каждого было все хорошо. Мне интересно мнение моих зрителей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы верите в то, что люди оказываются на улице из-за того, что у них что-то такое экстренное случилось? Или в этом они виноваты сами? Как по-вашему? В каждом большом городе есть бомжи. Но и возможностей для их жизни в большом городе тоже больше. Например, в маленьких городах бомжей гораздо меньше. И вот еще интересно, что, например, бомжи в Любляне, они все тусуются в центре города. То есть ты их практически не встретишь в спальных районах. То есть там, где мы живем, например, бомжей нет вообще.
все они в центре города, в самом-самом центре. То есть где вот эти все достопримечательности, где очень много туристов, вот там и обитают бомжи. Потому что, конечно же, логично, так как в центре города больше возможностей найти себе на пропитание. Посмотрите, мы пришли в самый-самый центр. Вот это вот вы видите дом правительства. Здесь заседает правительство Любляны. Смотрите, здесь вот разноцветные флаги. Вот здесь вот площадь, куда люди обычно выходят на митинги. И посмотрите, здесь есть торговый комплекс. Внизу, под землей, в таком подземельном проходе, есть тоже кафешки. И там есть такой проход, где постоянно просто спят, живут, ходят бомжи. Это конгрессный тырк. И вот здесь всегда очень много бездомных. Здесь потому что очень много туристов, здесь много кафешек всяких разных. И обычно они здесь. Но и снимать их тоже, знаете, не очень удобно, потому что не всем нравится, чтобы их снимали. Вот, нужно спрашивать разрешение, либо снимать издалека, не привлекая к себе внимания. Интересный факт, что во времена ковида некоторые люди подкупали бездомных, чтобы они ходили и за них делали прививки против ковида. И у некоторых бездомных огромное количество вакцин. То есть они вкололи себе сразу несколько вакцин против ковида, чтобы получить деньги. Не все бомжи хотят, чтобы их снимали. Но вот мне удалось еще с одним поговорить. И он сказал, что я не живу на улице, у меня есть социальное жилье. То есть у некоторых бомжей есть все-таки какое-то жилье. То есть каким-то образом государство, если он, конечно, не обманывает, хотя вида-то он был такого, что я бы не сказала, что у него есть какое-то жилье, но вроде как действительно некоторые люди в Словении каким-то образом могут получить социальное жилье. Не знаю, по каким критериям оно выдается, но некоторые действительно его получают. И, кстати, еще хотела вам сказать, что если у бомжа нет медицинской страховки, то все равно он может обратиться за медицинской помощью в организацию, в медицинский центр, который называется Pro Bono. Там помогают людям, оказывают медицинскую помощь тем, у кого нету страховки. Это бомжи или, например, мигранты, у которых не в порядке документы и у которых нет медицинской страховки.